Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем рубрику «Интервью». И мы заходим в аудиторию к живописцам. Пойдемте. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами новый выпуск интервью с Викой Новоселовой. И сегодня мы спросим, как же поживают наши живописцы. И наш первый живописец, и последний на сегодня, Виолетточка Бабаева. Здравствуйте. Это прекрасная студентка 4-го курса Венецианского колледжа, выпускница 2026 года. Готова представить вам свой диплом. Давайте пару слов о вашем дипломе. Мой диплом, значит, в формате триптиха на тему «Мои друзья». Представлено 3 работы. Взаимосвязаны они у нас по... получается, первая работа у нас выполнена в монохроме. Средняя перетекает в более такой сложный, но мягкие цветовые отношения. А третья как раз-таки у нас такая самая ударная, самая контрастная, достаточно яркая. Этой работой, этой серии я хотела передать то, какие у меня разные друзья, выйти за рамки внешней фиксации облика человека, передать психологизм в портрете через позы, жесты рук, мимику. А почему вы выбрали именно эту тему? Может быть, вы до этого когда-то делали что-то похожее? Похожего я не делала, это однозначно. Вообще, для меня выбор на диплом именно жанра портрет – это максимально неожиданный вариант, потому что я думала, что буду делать изначально либо какой-то индустриальный пейзаж, либо что-то вообще не связанное с человеком. Но вот как-то получилось так, что получилась эта серия. Отлично, спасибо большое. Давайте еще спросим такой вопрос. А как вы работаете при дневном освещении? Может быть, у вас какие-то лампы работают, допустим, наступает темнота, и как вот вы работаете? В приоритете, конечно, мы работаем при дневном освещении, потому что оно более мягкое и не настолько контрастное. При плохой погоде уже, конечно, тяжело смотреть, и включаем искусственный свет. Вот. Но в основном при естественном, конечно. Сложнее с искусственным светом работать? Не сказать, что прям сложнее, просто меняется немножко цвет самого восприятия. То есть если, допустим, та же лампа холодит или теплит, это, конечно, совершенно меняется работа. Угу. Я вижу, в мастерской у вас не только 3 работы, но еще и есть 4-я. Давайте посмотрим, что тут пишут наши живописцы. Смотрите, не только дипломные работы, но и какая-то загадочная квадратная большая работа. Давайте узнаем, что же это за работа. Пожалуйста, можно пару комментариев, что это такое, какая тематика, куда эта работа идет и вообще, почему такая тема выбрана? Значит, работа на выставку «Летнее равноденствие», которая пройдет 10 июля. Тема детства затронута, тема полета, такой легкости. Названия пока что какого-то конкретного нет. Вообще работа сама по себе в процессе. Пока так. А где же мы сможем ее увидеть? Где будет проходить эта выставка? Выставка пройдет на Советской, 54 в Большом выставочном зале. Ребят, приходите, смотрите, обозревайте наших великих, маленьких пока что художников. Но, между прочим, несмотря на то, что это маленький пока художник, человек выпускается из Венецианского колледжа в этом году, она уже состоит в члене Союза художников. Поздравим. Молодежный, да. Молодежный, Мы заглядываем в следующую аудиторию под номером 6. Там работает Дарья Мицкевич. Попыталась постучаться. Добрый день, Дарья. Здравствуйте. Мы готовы взять у вас интервью по поводу вашего диплома. Есть ли у вас какие-то комментарии? Работа идет, все отлично. Давайте вы нам немного представите работы и немного расскажете. Можно?
Можно я чуть-чуть подготовлюсь? Ну, вот, работа. Полный лист. Давайте, 1 минутка. Я пока расскажу, что вообще происходит в этой аудитории. В этой аудитории работает не только Дарья, но и... Подскажите, Дарья, кто с вами еще работает? Светлана Крутогорская. Гениальный человек. Посмотрите, какие живописные создаются полотна. Автопортрет. Как бы за автора сильно много говорить не будем, но работа впечатляющая, если честно. Много создано эскизов к этой работе, этюдов написано в поисках информации для финальной работы. Ну и все, наша минутка истекла. Попрошу вас повернуться на другую сторону и снова узнать у Дарьи, что же она нам может сказать по поводу своего диплома. Я представляю триптих работ на тему «Новоторжские окна». Держите микрофончик. Пузовые руки. Серия, цикл работ. Торжок — город не случайно. Я сама родом из Торжка, и этот город для меня являлся вдохновением. Поэтому сложилась такая серия достаточно монументальных работ. Можно наводящий вопрос какой-нибудь? Снова здравствуйте, я в кадре. Почему именно окна? Почему не пейзаж, натюрморт? Почему именно окна Торжка? Изначально был интересен пейзаж, поскольку архитектура вообще, в принципе, планирование города очень интересное. Пейзажи всегда окружают. И на курсовой работе я сделала цикл пейзажей, а на дипломной работе решила попробовать пейзаж вписать в формальную сетку окна. Дарья, спасибо вам большое за комментарий. Давайте последний вопрос. Ваша любимая работа из вашей серии? Пару комментариев тоже о ней. Вообще, мнения очень разделяются. Если говорить о моем личном, то, наверное, самое для меня близкое — это третий лист, третий холст. Но также, если говорить о мнении людей, которые приходят к нам, потому что, наверное, самое трудное в создании диплома было именно то, что у тебя есть руководитель диплома, который ведет с тобой работу, есть особый план, тем более если руководитель знает тебя, понимает, на чем нужно работать, на что нужно дать больше внимания, то приходит еще очень много различных посторонних мнений, рецензентов, других педагогов, и все очень хотят помочь, но иногда вот некоторые моменты сбивают, и приходится снова вставать на русло, то есть снова возвращаться постоянно к тому, откуда пошел импульс. Вот. И первая работа тоже отзывается и у меня, и у многих. Спасибо большое, Даша. Я думаю, нашим дизайнерам, которые в том числе смотрят этот видеоролик, было интересно услышать мнение живописцев, что они нам могут рассказать и показать. Надеюсь, вы в финал вставите в монтаж итоговые работы.